Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Сегодня наш мастер-класс будет посвящен вязанию сумочки. Это такое дополнение к наряду. Его можно вязать, можно не вязать, но сумочка интереснее. Сумочка. В мастер-классе я даю вот такую вот сумочку. Видите, она такая вот крупненькая. Сюда можно что-то положить. Просто на лямочке. Она не отстегивается, не пристегивается, ничего. Просто вот такая, какая есть, такая есть. Вот. Мастер-класс дан вот этой сумочке. Но я посмотрела и захотелось чуть-чуть поменьше сумочку. И я на основе вот этого я связала сумочку немножко поменьше. Чтобы здесь попасть в красный цвет, у меня теперь здесь серединка беленькая. Так, все то же самое, просто на один ряд меньше. Я здесь связала вот этот ряд, и у меня вот последний ряд из пушистых столбиков. У меня здесь как бы идет третий. Здесь он четвертый, здесь третий. Вот она получается чуть поменьше. И здесь я сделала вот такую застежечку. Вот, ну, здесь просто пришила цепочкой из воздушных петель. А здесь пришила пуговичку, которая на ножке. Вот. Но в мастер-классе вот эта сумочка будет. Просто я вам показываю, как на основе вот этого мастер-класса можно связать такую, а можно еще меньше. Главное знать принцип, как оно делается. А там вы уже сами разберетесь, что вам надо. Потом ниточки у нас все те же самые палитра. Красная, белая. Белый это у нас 55-й. Да, вот 55-й. А красный у нас 56-й. Вот. Так. Будем начинать с красного цвета. Серединка у нас будет красненькая. Так. Наше кольцо амигуруми, как всегда. И делаем 2 воздушные петли. Сделали 2 воздушные петли. И еще сюда же провяжем 11 столбиков с накидом. И затягиваем наше колечко. И вот сюда, вот первый столб, делаем соединительную петельку. Соединили. Следующий ряд у нас белый. Берем белую ниточку нашу и делаем 2 воздушные петельки. Теперь делаем столбик с одним накидом. И далее у нас получается, что мы в каждый столбик вот этих вот предыдущих вяжем 2 столбика с накидом. То есть вот это считаем, что тут 2 уже. И в каждую петельку мы теперь должны провязать по 2 столбика с накидом. Так вот, 2. И сюда 2.
И вот так вот мы должны провязать по кругу. Провязали по кругу белым. И делаем соединительную петельку. Вот у нас теперь вот так вот получается. Теперь мы красный не отрезали. Следующий ряд у нас будет красный. Будем вязать красненьким. И у нас получится в каждый столбик по 2 столбика без накида. То есть, смотрите, мы сейчас сюда сразу провяжем 2 столбика без накида. Сюда 2 столбика. И так далее мы будем вязать каждую петельку, которая у нас идет по кругу, 2 столбика без накида. Вот так вот у нас получается. Давайте вяжем по кругу. Вот, провязали по кругу, сделали соединительную. И следующий ряд у нас будет уже вязаться беленьким. Здесь будут пышные столбики. Значит, смотрите, делаем так. 2 воздушные петли. Раз, два. И, значит, делаем накид и в основании петельки. Раз, накид. 2, накид. 3. Теперь делаем накид. Пропускаем один столбик и в следующий вот это вот все провязываем. Провязали, сделали столбик с накида. Тут потом надо будет подтянуть так вот. Теперь чуть-чуть вытягиваем, вот петельку чуть-чуть вытягиваем и делаем такие же пышные столбики. То есть 3 раза мы делаем накид и протягиваем ниточку. Вот смотрите, накид, вот здесь зацепили, протянули, накид, протянули, накид, сделали 3 раза вот так, потом здесь накид, и вот тут вот один пропустили, следующий зашли и все провязали, закрепили петельку. Вот, далее чуть-чуть вытянули и далее опять, смотрите, продолжаем. Раз накид, 2 накид вытянули, 3 накид, вытянули ниточку, накид, 1 столбик провязали, 3 пошли. И все это провязываем, закрепляем петелькой. Вот смотрите, как получается. Давайте еще раз. Смотрите, так вот тут чуть-чуть подтянули вот так вот, да, вот, чтобы нам... Так я заметила, если в кадре что-то находится, оно фокусируется туда и резкость уходит. Я уже стараюсь, чтобы ничего нигде не попадало. Чуть-чуть вытягиваем, накид, и вот тут вот у нас есть ниточка, за которую мы цепляемся. Мы вытянули, накид, вытянули 2 раз, накид. И вытянули 3 раз. Теперь делаем еще раз накид, пропускаем 1 столбик, в следующий раз протягиваем и провязываем вот это вот все, что у нас есть. Закрепляем петелькой. Вот, смотрите, вот нам надо провязать вот это вот все до конца. Давайте вяжем самостоятельно. Вот обвязка по кругу. И здесь мы вот сюда делаем соединительную петлю. Так, вот, соединились. Далее мы сейчас будем переходить на красный цвет. Смотрите, теперь нам надо обвязать вот этот вот наш кружочек красным цветом.
вяжем между вот этими нашими пышными столбиками по 2 столбика без накида. Сейчас мы так вот, смотрите, сразу вот так. Два. Переходим и здесь вяжем 2. Переходим. И здесь тоже вяжем 2. То есть нам надо просто по кругу между пышными столбиками сделать вот такую вот обвязку обычными столбиками без накида. По 2 столбика в промежуток между пышными столбиками. Так, еще смотрите, мы вяжем по кругу, но 6 пушистиков не обвязываем, оставляем их такими, какие вот они у нас есть. Вот, смотрите, я так обвязала, закончила. Сейчас вот эти все ниточки здесь надо попрятать, убрать, сделать, чтобы было все нормально. И нам надо связать вторую точно такую, потому что у нас сумочка будет состоять вот из 2 таких половинок. Давайте свяжем вторую половинку. Вот у нас 2 одинаковые штучки. Теперь мы их складываем лицевой стороной друг к дружке. Вот так вот. Потому что потом мы их через вот это вот отверстие будем выворачивать. Вот. Теперь смотрите. Здесь мы сейчас соединимся. Вот так вот. Нам надо присоединиться. Протягиваем сюда. Хорошо. Петельку. Так вот. Так, разворачиваемся. И смотрите, что мы сейчас будем делать. Мы будем провязывать обычными столбиками без накида. Но мы будем хватать здесь вот эту вот крайнюю петельку. Не 2 петельки, как всегда, да, а вот тут вот крайнюю. И вот здесь крайнюю будем захватывать. И провязывать столбиком без накида. Здесь вот, которая крайняя наружная. И здесь вот крайняя наружная. И провязываем. И вот так вот нам надо провязать по полному кругу. Так вот просто берем каждую полупетельку. Сейчас я вот еще так. Так. Тут, чтобы не пропустить, надо смотреть внимательно. Красный цвет вот отнимает зрение. Вот. Смотрите, так. Вот мы схватились, вот мы схватились и провязываем. Так. И тут также. Вот, схватились, провели и провязали. Схватились, схватились и провязали. И у нас вот здесь получится вот такая вот, видите, красота. Давайте будем вязать самостоятельно по кругу. Значит, мы, вы же поняли, да, мы берем вот эти вот к нам здесь ближнюю полупетельку, а отсюда берем дальнюю полупетельку, протягиваем и провязываем. Вот тут берем ближнюю, обязательно
полупетельку. Следите, чтобы не захватить лишнее. А здесь то, что от нас дальше. Вводим и вяжем. Так, давайте вяжем самостоятельно. Обвязали по кругу. Сейчас мы ее вывернем, нашу сумочку. Смотрите, какая она у нас тут такая интересная получается. Видите, объемная. Вот. И у нас осталось сделать ручку. Ручку можно делать длинную, можно делать короткую. Все зависит от того, как вы хотите. Значит, сейчас тут подсоединимся. Так вот. Делаем 2 воздушные петли, накид. И провязали этот накид. Потом 2 воздушные петли, накид. И вот в эту петельку, что у нас тут образовалась от накида, мы провязываем накид. Так. Потом снова 2 воздушные петли, накид. И вот тут у нас петелька. Мы в нее провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли и провязываем сюда, где у нас вот от столбика с накидом образовалась петелька, провязываем сюда следующий столбик с накидом. Смотрите, какая получается ручка, видите, да? Смотрите. То есть вот мы вяжем 2 воздушные, и вот сюда то, что у нас было от столбика с накидом, и провязываем следующий столбик с накидом. И так вяжем до конца, пока длина ручки вас не устроит, смотря какую вы хотите. Хотите просто, чтобы одевалась на ручку, значит делаете покороче. Если хотите, чтобы одевалась через плечо, значит делаете ручку подлиннее. Вот смотрите, я закрепила наш ремешок. Вот такая сумочка получается. Я полностью пришила ремешок, ничего не делала, ни петелек, ни кнопочек. Вы можете сделать на пуговичке, чтобы застегивалась, можно сделать на кнопочке, на ваше усмотрение, как вы хотите. Я сделала проще. Вот такая вот у нас получилась сумочка. Довольно-таки она будет вместительная. Туда действительно можно что-то положить интересное. Ту же самую конфетку, шоколадку, как я говорю. Вот. На основе вот этого принципа вязания можно сделать сумочку поменьше. То есть это уже на ваш выбор. Смотрите, ничего сложного в этом нет. Все. На этом мастер-класс по вязанию сумочки для нашей куколки закончен. Желаю вам всем здоровья и удачи, успехов в творчестве. До следующих встреч и пока-пока.